вот я наконец-то спустя 4 года выехала за границу. В Турции я уже однажды была, и, возможно, если бы не текущая ситуация с закрытыми европейскими границами, то даже бы не рассматривала эту страну как направление пляжного отдыха. Прилетев в Турцию, было принято решение не батониться все время на пляже, а наоборот посвятить время экскурсиям и активному отдыху. И вот мы прилетели в Анталию. Оттуда нас отвезли в город Сиде, где находился наш отель. Так как было уже довольно поздно, мы отправились сразу на ужин. А еда в Турции просто божественная. После мы пошли гулять по побережью, так как море было совсем рядом с нашим отелем. И там мы встретили просто огромное количество кошек. Коты вообще буквально на каждом шагу. Я типа не обманываю, они здесь везде. Просто везде. Вот абсолютно. Еще мы встретили ежа. Ежик. Ежик. Еж. Привет. О, какая попка. Доброе утро с турецким завтраком. Выглядит это так. Вот. Булочки замечательные. Булочки замечательные. В принципе, вид тоже неплох. Поэтому я сейчас буду это все пробовать. Сегодняшний день мы решили посвятить античному городу. Это руины древнего римского города, основанного в VII веке до нашей эры. Да, с одной стороны, город является типичным турецким курортом на берегу Средиземного моря, но с другой стороны, Сиде – один из самых интересных и исторических центров на Анталийском побережье. И первое, что мы увидели на своем пути, это древние городские стены длиной около 6 километров. Въезд обрамлен арочными воротами, рядом с которыми находится древний фонтан, посвященный императору Веспасиану. Вот до сюда была крыша, да? Да. И может какие-то строения. О, смотри. Это что? Какой-то хвостик. Смотри, как мрамор выглядит настоящий. За воротами начинается колонная улица, ведущая к площади Агоры, которая использовалась для собрания людей по важным городским вопросам, а также как место для продажи рабов. Агора соединена с зданием самого большого в Памфилии театра. Здесь стояли статуи. Угу. Вот. Видишь, как потолок у них был сделан? То есть идут вот такие вот перекрытия, потом идут балки, на которые кладется этот пол. Ну, то есть... Далее нам встретились древние постройки купалин и ранее жилых домов. На руинах античных зданий, в стенах, где некогда останавливались прибывшие в местный порт воины и пираты, торговцы продают сейчас сувениры, одежду, чай, специи и прочее. Сам город невероятно красивый. Сегодня он похож на большой колоритный базар. Старый Сиде живет в собственном темпе. Только посмотрите на размеры этих ловцов снов. Просто. Этот вообще самый большой. Последней нашей точкой стал храм Аполлона. После насыщения античными памятниками мы отправились на Коралловое побережье, где уже сполна могли насладиться красотами Средиземного моря. Наш следующий день в Турции мы решили провести максимально насыщенно. Выехав рано утром из отеля, мы направились прямиком в горы, то, ради чего мы в Турцию и прилетели. Здесь возвышенности требуют особого внимания, так как это очень классная возможность испытать скорость и адреналин в живописном каньоне Кепрюлю.
Первым испытанием стал рафтинг. Переодевшись в сменную одежду и купальники, мы прошли инструктаж по технике безопасности. И вот начался сплав по реке. По дороге мы наслаждались живописными пейзажами гор, реки, леса и колоритных деревень, которые сменялись одна за другой. И вот мы на базе. Плыли мы 14 километров, между прочим, это 2 часа почти непрерывной гребли. Мы получили невероятные эмоции, на видео это заметить, я думаю, можно. Ну а далее нам нужно было добраться в Тазы-каньон. Это один из самых высоких и красивых каньонов в Турции, который достигает аж 400 метров в высоту. Туда мы отправились на джипах. Дорога была достаточно долгая, около часа, но оно того стоило. И последним развлечением на тот день стала поездка на баги. Это небольшое легкое транспортное средство с повышенной проходимостью и устойчивостью. Мы на них будем кататься. Я боюсь. Я тоже. Эти маленькие машинки рассчитаны на 2 человек, водителя и пассажира. Я примеряла на себя 2 роли. Для меня это развлечение было, наверное, самым веселым и интересным. И, собственно, в 7 вечера нас уже везли в отель отдыхать и, конечно же, кушать. Мы отправились в Манавгат, город и район в турецкой провинции Анталия. Одноименная река протекает рядом с Манавгатом, а сам город находится недалеко от его устья до моря. Вдоль берегов реки обустроен зеленеющий парк с беседками и фонтанами. Манавгат – одно из лучших мест для покупок в регионе. Здесь каждый день функционирует базар, который является одним из крупнейших в провинции Анталия, где продают кожу, украшения, одежду, сувениры. И, конечно же, турецкие кальяны. Мы сторговались и купили замечательный кальян за очень малые деньги. И оставшиеся вечера в Турции мы проводили на нашем балконе в компании этого прекрасного устройства. Кстати говоря, в Турции невероятно вкусный табак. В России подобного не встретишь. Еще купили огромный добротный чемодан и множество сладостей и сувениров. В 50 километров от Манавгата, недалеко от города Белек, находится огромный развлекательный центр под названием «Земля легенд», который называют турецким Диснейлендом. В парке воплощена концепция мультисенсорного восприятия окружающего мира, которая предполагает получение радости и других положительных эмоций через все каналы восприятия человека. Ты стараешься? Не. Именно поэтому дизайн и обустройство парка вызывают непревзойденный восторг. Конечно же, мы не могли упустить возможность побывать там, так как я огромный фанат аквапарков и парков аттракционов. «Земля легенд» включает в себя огромный, просто гигантский аквапарк, в котором предоставлено в общей сложности 55 водных горок, а также увлекательный и тематический парк с самой высокой американской горкой в Европе – 62 метра. Мы отправились на нее в первую очередь. За свои 23 года я успела несколько раз побывать в парижском Диснейленде и немецком Европарке, где исследовала все виды самых страшных и экстремальных аттракционов. Чего не скажешь о Мартине, так как для него эта горка, да и сам парк аттракционов стали первыми в жизни. Пупсик, как тебе прошлая горка? Ладно, я фотку вставлю, посмотрим. По лицу будет понятно. Это следующее. Далее мы отправились на горку под названием Тайфун, не подозревая, что в конце нас ждет сюрприз. Мы вышли с Тайфун Костер.
Вот. Со стороны мне эта горка показалась не такой страшной и мокрой. Мы глянули еще пару горок, которые прошли довольно быстро. Очереди были небольшими, около 50 минут на горку, так как в октябре небольшой поток туристов, то есть это идеальное время для посещения парка. Потом мы пошли на шоу дельфинов. Да, в этом парке есть и такое, и оно совершенно бесплатно. И это было настолько мило, что я плакала на этом шоу раз 5. На видео, конечно, это не попало, но и хорошо. Мы решили немного расслабиться и посмотреть кино, но не просто в кинотеатре, а в 5D кинотеатре. Да, и такое тут есть. Конечно же, нужно было и покушать, но нам пришлось выйти за пределы парка в местный KFC, так как в самом парке невероятно дорогие заведения, например, шарик мороженого в каком-нибудь простеньком кафе стоит от 300 рублей. Ну и вот, настало время для самого интересного, а это аквапарк. Более захватывающих и длинных водных горок я ранее не встречала. Здесь горки на любой вкус и цвет, есть даже прозрачный бассейн, в котором я, естественно, сняла огромное количество видео и фото. День в парке развлечений закончился. Мы успели покататься почти на всех горках. Правда? Вот. Нам понравилось. Алания считается одним из самых важных туристических центров Турции. Расположена всего в 60 километров от Манавгата и является отличным направлением для однодневной поездки. Туда мы и отправились. Начну с главного. Экскурсия на яхте в Алании – это must have. Кораблик проходит вдоль Красной башни, крепости Алании, пляжа Клеопатры и заканчивается в районе новой пристани Марины. Это правда вкусно. По дороге вы проплываете мимо нескольких пещер, пиратской пещеры для влюбленных, фосфорной пещеры и несколько раз останавливаетесь поплавать. Правда, поплавать в открытом море согласилась только я, так как это была моя мечта, ребята. Честно, всю жизнь я мечтала поплавать в открытом море. Конечно, лучше всего о красотах, которые вам дарит экскурсия на яхте, расскажут мои видео, так что наслаждайтесь. Одна из самых известных достопримечательностей Алании – это пляж Клеопатры. Согласно легенде, Марк Антоний подарил этот пляж царице Клеопатре, а песок был привезен сюда с самого Нила. И здесь мы встретили самую настоящую черепаху. Ребят, я думала, что увижу тут кого угодно, но точно не черепаху вот так вот, которая ползает просто. Черепаха. Какая хорошая. Привет, друг. Как думаешь, она просто тут гуляет? Я думаю, да. Какие у него.
Последние пару дней мы решили посвятить типичному курортному отдыху. Утром мы ходили загорать на пляж и купаться в море, после обеда тусили в бассейне, а вечером гуляли по набережной или ходили на вечерние анимационные шоу в нашем отеле. Сиде – это не только прекрасный пляжный отдых, но и множество интересных достопримечательностей, красивых зданий и уютных улочек. Все это передает атмосферу и образ средиземноморского курорта, в котором когда-то переплеталась греческая и римская культура. Идеальное время года для посещения Сиде – это начало и середина осени. Туристов в разы меньше, чем летом, нет огромного количества шумных детей, море еще теплое, нет изнуряющей жары под 45 градусов, которую я, допустим, выдерживать не могу. Поэтому я однозначно рекомендую вам этот город как для активного отдыха, так и для пляжного. И всем спасибо за просмотр. Если вам понравился мой небольшой влог, ставьте лайк и напишите ваше мнение по поводу данного формата видео. Мне будет интересно почитать. И всем пока!